Здравствуйте, зрители моего канала! Продолжаю обзор коллекции фильмов студии Warner Bros. Сегодня третья часть, в которой я покажу фильмы в других изданиях, в слипах, других формах, а также фильмы, которые входят в киновселенную DC, расширенную. И начать я хочу с фильма Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж». Такое вот издание. Внутри здесь такая вот фигурка. Это же у нас кейс для дисков. Здесь 3 диска. Диск с фильмом, с дополнительными материалами, а также 3D-версия. Также помимо этой фигурки с дисками присутствует такой вот конверт, внутри которого находятся карточки. Металлизированные. Такое вот интересное издание фильма Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж». Идем далее. И следующее издание тоже не габаритное. Это коллекция из 2 фильмов «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс. Игра теней» режиссера Гая Ричи. Такой вот длинной упаковки. С одной стороны здесь такой вот блокнот. А с другой стороны само издание с фильмами. Шерлок Холмс и Шерлок Холмс. Игра теней. Здесь у нас 2 диска. Далее, конечно же, как в фильмах Warner Bros., без серии Гарри Поттера присутствует в коллекции такое вот издание. И здесь 2 таких этих. Диджипака. Также здесь есть 6 карточек. Далее есть плакат Гарри Поттер. А внутри здесь у нас диски. Это у нас с 1 по 5 части. И части с 6 по 8. И к этим частям с 6 по 8 каждый идет по диску с дополнительными материалами. Это издание Гарри Поттер. Далее переходим к 2 изданиям в металлических кейсах.
Первое это еще один фильм Гая Ричи. Агенты Анкл. Такое вот издание. Это техничка от данного издания. И второе издание в металлическом корпусе. Это фильм 300 спартанцев. Расцвет империи. Здесь два диска. Обычной версии и 3D. Техничка от данного издания. А также 4 карточки. Такие вот два металлических издания в коллекции от студии Warner Bros. Далее. 3 трилогии в коллекции. Первая трилогия это у нас серия «Матрица» от Вачовски с Киану Ривзом в главной роли. Это общий слип. Первая часть. Киану Ривз и Лоуренс Фишборн. Культовый фантастический боевик. Далее у нас «Матрица. Перезагрузка». И третий фильм «Матрица. Революция». Культовая трилогия начала 2000-х годов. Далее экранизация произведений Толкина. Первое это у нас «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Тоже культовые фильмы. Общий слип. Далее «Властелин колец. Братство кольца». Первая часть. Следующее. «Властелин колец. Две крепости». И, наконец, последняя, третья часть, которая получила 11 Оскаров. «Властелин колец. Возвращение короля». Такая вот серия. И далее снова экранизация Толкина. И это серия «Хоббит». Также 3 части. И первая у нас это «Хоббит. Нежданное путешествие». Все эти части также снимал Питер Джексон. Здесь уже простая накатка на диске. Далее «Хоббит. Пустошь Смауга». Вторая часть. И, наконец, последняя, третья часть. Это
Хоббит. Битва пяти воинств. Такие вот две трилогии от Питера Джексона есть в коллекции. «Властелин колец» и «Хоббит». Идем далее. Следующее у нас это издание в слипах. И первое издание в слипе это фильм «Великий Гэтсби» от режиссера База Лурмана. Такой вот сам диск. Это у нас слип, очень качественно сделанный. Внутри здесь у нас два диска. Диск с самим фильмом, а также диск CD с саундтреком данного фильма. И здесь присутствуют 6 карточек. Это у нас Тоби Магуайр. Далее Леонардо Ди Каприо, который также в роли в этом фильме снялся, заглавный. Далее Джоэл Эдгертон, Кэрри Маллиган, Элизабет Дебики. Наконец, последняя карточка с актрисой Айлой Фишер. Такое вот интересное издание фильма «Великий Гэтсби». Следующее. Это два издания, которые я уже показывал в предыдущих видео. Первое это «Темный рыцарь». Второй фильм из трилогии Кристофера Нолана. Двухдисковое издание. И «Темный рыцарь. Возрождение легенда». Также фильм Кристофера Нолана с Кристианом Бейлом в главной роли. Также двухдисковое издание. Далее фильм в слипе издания «Геошторм», в котором снялись Джерард Батлер, Джим Стёрджес, Эбби Корниш, Эд Харрис и Энди Гарсия. Это у нас издание с двумя дисками, один из которых в формате 3D. Фильм «Геошторм». И, наконец, остались издания киновселенной DC. Идти буду по порядку. И первый у нас это фильм «Человек из стали». Издание в формате 3D. Присутствуют здесь 3 карточки с самим Суперменом, с его отцом, роль которого исполнил Рассел Кроу. И также еще один персонаж данного фильма. Далее фильм «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Коллекция также представлена у меня в формате 3D, в слипе. Здесь полностью повторяется то, что на обложке. Здесь у нас 2 диска с одинаковым
изображением на нем. Бэтмен против Супермена на заре справедливости. Далее фильм «Отряд самоубийц». Такое вот издание. Здесь также два диска. На одном диске кинотеатральная версия, на другом расширенная. Не следует обращать внимание на то, что написано, потому что здесь перепутаны накатки данных изданий. Далее. Фильм с Галь Гадот в главной роли «Чудо-женщина». Здесь уже никаких 3D, второго диска нету в данном издании. Обычное 2D издание. Следующее кино — это фильм «Лига справедливости», который снимал сначала Зак Снайдер, но не смог его закончить, и доснимал здесь уже Джош Уидон. Фильм «Лига справедливости», где объединяются герои киновселенной DC в одном фильме. Далее, следующее кино — это фильм «Аквамен». Самый кассовый фильм этой киновселенной. В главной роли здесь у нас снялся актер Джейсон Момоа. И, наконец, последнее издание, которое я хочу вам сегодня показать, это фильм «Шазам». Это последний фильм, который выходил с русским изданием киновселенной. И здесь также только один диск. Но фильм в целом мне понравился. И это было последнее издание на сегодня. В следующем видео про коллекцию фильмов студии Warner Bros. Я покажу вам иностранные издания от данной студии, а также фильмы в разрешении 4К. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока!